Dark Souls. Творение From Software, чей вклад в индустрию сложно переоценить. Выпустив свою трилогию игр, чье название не знает только бабушка, сидящая у тебя под подъездом, мужики добились нехилого успеха, породив полужанр, называемый в народе Souls-like, и показали казуалам, почему они казуалы. До этого видео я имел определенные связи с темными душами, но связи эти носили исключительно абьюзивный характер, где абьюзил я, ведь заходил в игры серии просто напитаться вайба, и как становилось хоть немного сложно, удалял. И если перефразировать, то я не прошел ни одну часть трилогии, и в каждой игре провел часа по 4 от силы. Это видео я делаю по нескольким причинам. Первое, замотивировать себя пройти хотя бы одну часть из серии и сделать выводы о том, нравится мне это или нет. Вторая, запилить контент. Проходить буду первую часть, так как она у меня есть в Steam, это во-первых, а во-вторых, начать знакомиться с серией хочется с первой игры в этой самой серии. Еще скажу, что DLC не трогал, прошел чисто саму игру. По памяти моего небольшого опыта в первых душах могу сказать, что помню игру с сильно необъяснимой атмосферой и дрочным кисельным управлением. Как оно на самом деле, сейчас пойму. Хочется попросить заранее подписаться и досмотреть видео до конца. В конце важный анонс. Если что-то не нравится, написать автору в комментариях свои претензии. И без долгих слов пора наконец-то понять, что для меня значит Dark Souls, и рассказать об этом вам. Подход японских гениев из From Software к сюжету меня всегда поражал. Они клали на него огромный хуй, но при этом создавая большой и глубокий лор мира, в котором отдельные индивиды проводят сутки напролет. В первых душах сюжет никчемный, если быть объективным. История про избранного и спасения мира, как оригинально, но завязка интригует, ведь вываливает на нас много лора и дает понять, куда мы попали. Когда-то мир был окутан тьмой и властвовали над ним драконы. После появились боги, которые, заручившись помощью Нагого Сита, предателя драконов, принесли в мир пламя, но пламя начало гаснуть. Все живое стало превращаться в полое без души. Мы один из полых, которые пока имеют эту душу. И как остальные полые, заключены в тюрьме, откуда нам помогает выбраться неизвестный рыцарь. Выбравшись из тюрьмы и столкнувшись с первым боссом-демоном, мы находим нашего спасителя раненым и при смерти. Он просит нас, ведь мы такой же, как и он, выполнить его миссию. Ударить в колокол пробуждения. Зачем, не говорит. И дает нам флягу с эстусом. Выбравшись из прибежища нежити, мы попадаем в страну древних повелителей Лордерон, где сидящий на ступеньках мужичок говорит нам, что колокола на самом деле 2. Один в храме нежити сверху, второй снизу у основания чумного города. Ударив 2 колокола, в храме огня проснулся змей королевский искатель Фрампт. Он говорит, что наша судьба стать заменой Гвину, и для этого нужно отправиться в Анор-Ландо и заполучить великую чашу, сложить в эту чашу 4 души и возжечь пламя вновь. Добыв чашу и собрав души Нагого Сита, Нита, 4 королей и ложи хаоса, попутно узнаем от принцессы Гвиневер, дочери Гвина, что король ушел во тьму и потерял разум. И вознеся души чаши, открываем дверь в горнило первого пламени, которое охраняет Гвин. И после его убийства мы наконец приносим этому миру огонь. Рассказал я про сюжет, хоть обычно так и не делаю, потому что сюжет тут чисто формальная вещь, которая нужна лишь для того, чтобы хоть как-то направлять игрока. И подается он, мягко говоря, скудно. За 50 часов игры, минут 5 диалогов и пару катсцен. И это скорее плюс, учитывая посредственность сюжета. Что тут непосредственно сделано, так это лор игры. После прохождения, хапнув немного лора, можно смело идти на YouTube, смотреть 3-часовые видео по лору и понять, что для любителей копаться в лоре и искать его, лучше игры не найти. Ведь для них каждый камень приобретает особый смысл, заложенный самим Миядзаки. Если кроме шуток, то глубину я почувствовал. Слоняясь по весьма коридорному, но миру игры, при уже упомянутой коридорности возникало чувство целостности и глубины мира. Ты очень быстро веришь в мир и погружаешься в него. Толпа японских гениев одарила нас простой и четкой геймплейной формулой. Персонаж по умолчанию двигается трусцой. На определенную клавишу есть знаменитый перекат, и на эту же кнопку, если зажать, бег. Крайне странное решение и неудобное с непривычки. Ведь в нормальных играх перекат, дэш, отскок зачастую на отдельную клавишу, как и бег. Но быстро свыкаешься с этой темой. Единственное, что остается неудобным до конца, так это прыжок на бегу. Типа звучит просто: зажать клавишу, на бегу отпустить и еще раз нажать.
бежать, но ощущается сильный дискомфорт. Персонаж лишен возможности прыгать или приседать. Могу предположить, что сделано это в угоду линейного и многоуровневого левел-дизайна. Любой вид оружия мы можем брать в любую из рук, то есть или в левую, или в правую. И я только что задумался и словил легкий диссонанс. Левая кнопка мыши отвечает за правую руку, а правая за левую. Звучит странно, но за весь процесс прохождения не обращал на это внимания. Плюсом к обычной атаке или действию, если у вас в руках щит, есть усиленная атака или альтернативное действие, например, толчок щитом. И любое оружие можно взять в две руки, что необходимо для стрелкового оружия или для спецатак. Нижний слот на ромбике в углу отвечает за активный предмет, который можно использовать. Верхний отвечает за заклинание. И это вся база. Начиная свое прохождение, я пошел по самому примитивному пути, по пути силы, и решил бегать в тяжелой броне, бить большими дубинами и иметь гору хп. А игра решила иметь меня, потому что, чтобы одеть или взять в руки какую-то шмотку, нужны определенные статы. И тебе все равно первые 10 часов придется бегать в том, что хоть как-то можно натянуть на твои параметры. И раскачаться до желаемого игра мне дала только перед финальным боссом. Многое в игре завязано на статах, а чтобы качать эти статы, нужны души, которые мы фармим с местных мобов. Причем каждое повышение уровня, что равняется повышению выбранного стата на балл, стоимость апа увеличивается. Если в начале игры за дополнительные 100 хп ты отдал 2000 душ, то под конец отдашь 120 тысяч. И япошки решили забалансить под локацию тупо путем гриндвола. Пару слов о кострах. Костры в игре это все. Это прокачка, это смена активных заклинаний. С получением чаши невероятно необходимое перемещение между кострами. Правда, только между определенными и, как я заметил, не на все локации. Также хочу отметить, что в некоторых местах костер находится непозволительно далеко от босса локации, отчего при каждом трае приходится бегать марафонскую дистанцию, а самое мучительное из них позже. Еще на кострах можно обращать опустошение, возвращая человеческий облик. В игре есть механика человечности, которая, как и души, падает с мобов и боссов, и как эти же души бывают двух видов. Первый сразу зачисляется, так сказать, на баланс. Второй падает предметом, который можно использовать в любое время. Так вот, человечность по игре в целом не нужна. Весь ее прикол в том, что возвращая себе человеческий облик и имея определенный показатель человечности, мы увеличиваем шанс дропа вещей с противников, открываем новые диалоги, ведь некоторые персонажи не захотят общаться с нежитью, и можем призвать на помощь дружественного NPC, которому помогли, чем я активно пользовался. Об этом тоже позже. Не забывайте записывать. Купив у кузнеца специальный набор, мы можем улучшать снарягу у костра, не прибегая к его помощи. Хочется высказаться по поводу прокачки снаряги. Во-первых, снаряжение делится на типы: обычное, демоническое, небесное и так далее. Из этого следует, что на разные типы нужны разные материалы, а некоторые вовсе не прокачиваются, как сет Хавела, в котором я пол игры бегал. Еще мне понравился зуб дракона, и чтобы прокачать его в плюс 5, я 3 часа тупо гриндил в долине драконов, стараясь выбить из них чешую. В конце игры, перед финальным боссом, когда казалось, мол, ты прошел игру, был во всех локациях, но у тебя все равно нет ресурса. Что за бред? То есть, помимо гриндвола с уровнем, ты натыкаешься еще и на потребность гриндить ради оружия. Мне прям Геншином завоняло. И вы скажете, это же не обязательно, можно пройти игру и без этого. Можно. Но ты будешь страдать. А я хочу играть в игру и получать удовольствие от процесса, а не страдать. Так вот, чтобы не страдать, нужно часами гриндить и дрочить на циферки. В игре нет выбора сложности, но формально он есть. Это твое желание и готовность пылесосить локации и гриндить, чтобы не сгорела жопа. И вы, наверное, сами понимаете, что не передушниться крайне сложно. Это я забыл упомянуть, что ощущается персонаж максимально кисельно и неотзывчиво. Добавьте сюда кривой таргет-лог, такую же камеру и местами ублюдский левел-дизайн, и мы получаем картину того, что весь челлендж, бросаемый игрой, заключается в том, что она хуёво сделана. Стоит ли говорить, как у меня сгорело очко на Гвине Повелителе Пепла? Эти черти дали ему просто бесконечный шквал атак, не дающий не то что сдачи дать, да даже похилиться. И единственный вариант выбрать себе это окно — это парировать. Пользоваться механикой, которую я избегал всю игру, просто потому, что реализовано по-ублюдски. Мерзкий и непонятный тайминг всего действия раздражал еще больше от того факта, что когда ты прожал действие и тебе сбивают атакой, после атаки персонаж начинает делать это действие. И вот представьте, от костра до Гвина бежать, избегая всех при этом, получая иногда незаслуженный урон, 2,5 минуты. Я потратил на него свои рекордные 74 попытки. Да из 50 часов я 10 Гвина убил.
убивал. При том, что выфармил все, что можно. Если это считается челленджем, то это очень неадекватный и несбалансированный челлендж. Могу назвать примеры обратного. Ghost Runner, где тебе дают вылизанные до блеска механики, продуманные локации, где у тебя есть вариативность к тому, как вести бой, хорошо расставленные чекпоинты и одно условие. Одно попадание и ты труп. Я считаю это челлендж, притом грамотно сбалансированный, где ты не можешь кинуть предъяву из рода «игра кривая». А самая большая проблема первых душ — отсутствие ощущения победы. То есть, победив финального босса, я не ощутил никакой радости, а в голове одна мысль: он должен был умирать на втором трае. Я просто поймал себя на мысли, что не получаю никаких позитивных эмоций от победы. Меня в процессе сильно понесло, и я сбился с структуры. Так, что там по плану? Поговорим о боссах. Перед этим хочу сказать, что предъявы к кривизне, таймингам, боссам и так далее, это все я адресую конкретно первой игре в серии, а не нападаю на весь жанр. Хотя часть из моих тезисов относится ко всем соус-лайкам. Так, вернемся к боссам. Боссы в игре, так же как и игра, никчемные. Запомнилось реально только пару боссов, и адекватным запомнился только один. Сразу начну с камней. Боссы банально скучны. Мне не приходилось искать какой-то тактики под босса почти ни разу. Все убиваются дрочевым с таймингами. Босс ударил, теперь ударь ты. Это при том, что некоторые боссы банально сломаны и не работают как должны. У 4 королей исчезает урон по тебе, когда стоишь вплотную. Ногой Сид не может нанести урон, когда ты в упоре. Гвин имеет поломанный триггер 2 своих атак, захвата и пинка. Перед одной из них он тупо на секунду зависает, а остальные имеют от силы 4 атаки. Теперь о ложке меда. Есть боссы, которые понравились вопреки всему. Это Ложе Хаоса, Нита, Квилек и Сив. В битве с Ложе Хаоса зашло то, что твоя цель не тупо забить босса атакой, а разрушить 3 его ядра, избегая всех его атак, и после уничтожения каждого ядра босс меняется, появляются новые атаки. Хороший босс, хоть и имеющий слишком высокий дамаг по тебе. Сражение с Нита было интересным по причине присутствия бессмертных скелетов на арене, что заставляло фокусироваться на нескольких деталях сразу, параллельно следя за атаками самого босса. Мне прям зашло, и это вопреки уже упомянутому мной костру, который находится на приличном расстоянии от Нита, и моменту, что на арену ты попадаешь без половины хп сразу. Квилех и Сив просто нормальные боссы, имеющие больше 4 паттернов атак и заставляющие тебя подстраиваться под них. Квилех своей сплошной атакой и лавой, которая остается после атаки на арене, а Сив своим темпом и необходимостью постоянно смотреть, в какой стойке он держит меч. При всей той критике не могу не отметить, что импакт от твоих действий ощущается очень сильно, будь то удар с твоей стороны или попадание по тебе. Ощущается это реально круто. Это сложно описать, но это одна из немногих вещей, дающая удовольствие от процесса. Как и саунд-дизайн, звук. У меня есть что сказать по поводу звука, хоть и немного, но все же. Первое, что я заметил, так это то, что преимущественно музыка в игре не играет, за исключением отдельных локаций вроде Храма Огня или босс-файтов. По игре ты слышишь исключительно звуки шагов, ударов и окружения, что сильно играет на погружение, и игра таким способом быстро растворяет тебя в себе. Игра банально звучит хорошо. Слышно хорошо проделанную работу, когда ты понимаешь, что четко различаешь дистанцию до противника и тип покрытия под ногами только по звуку. Каждая локация звучит по-разному и очень натурально, что, как я уже говорил, сильно погружает. Второй момент — это музыка, в основном играющая на боссах, и тут тоже все замечательно. Почти каждая композиция наполнена оркестровым пафосом и эпичностью. Почти в каждой композиции есть женская и мужская капелла, и самое главное, почти каждая композиция пытается соответствовать тому боссу, под которого была написана. И оттого сильнее эффект, когда на последнем боссе в игре, Гвине, вместо привычного нам оркестра с капеллой играет прекрасная и легкая мелодия, где играет всего один инструмент — фортепиано. Послушайте и поймайте разницу.
Что ж, теперь пора поговорить про то, как игра выглядит. А выглядит игра в наши дни паршиво. Начать хотелось бы с большого количества мыла на экране. И что очень сильно бросается в глаза, как бы это ни звучало, сильная детализация отдельных объектов на фоне этого мыла. Щит за нашей спиной прорисован хорошо, на нем видны сколы и вмятины. Наша броня блестит и сияет, пока мы стоим на жутко мыльной текстурке земли. Плюсом непонятно почему, но почти все текстуры жестко бликуют, как обычно отсвечивают текстуры в играх во время дождя. Сложно объяснить, но складывается ощущение, что кирпичная стена лаком покрыта. Короче, выглядит игра плохо. И это учитывая тот факт, что это еще и ремастер 2018 года. Благо, что ты быстро привыкаешь к визуалу игры и перестаешь обращать на это внимание, и визуал не ломает чувство потока, как и дизайн локаций. Локации в игре сделаны очень интересно, учитывая тот факт, что все связано между собой, и в процессе исследования локации натыкаешься на запертую дверь и сильно удивляешься, когда она тебя приводит в уже исследованную область. Таким образом, игра помогает тебе ориентироваться в ней, что особенно важно до получения фаст-тревела между кострами. И что я заметил, все локации связаны между собой не только общими дорогами, а также смыслом. К примеру, первая локация, в которую мы попадаем, это город нежити. Очевидно, фортификационное сооружение, созданное для защиты территории за стеной. И противники там соответствующие, это солдаты. А снизу находится жилой район, который населяют уже воры и собаки. Причем структура мира и интерьеры зданий не дают повода сомневаться, что тут когда-то цвела жизнь. И именно по всем вышеперечисленным причинам игра сильно в себя погружает и выстраивает очень крепкую атмосферу. Ты быстро привыкаешь к процессу, звук и дизайн локаций дает тебе поверить, что этот мир реален и когда-то был очень живым местом, делая так, чтобы каждая локация засела надолго в памяти. Так что же для меня Dark Souls? В процессе я понял только одну вещь, что это не мое. Я, скорее всего, смогу понять тех, кто любит это, кто проходит души 5-й раз и готов пройти еще 10, но после прохождения у меня смешанные впечатления. С одной стороны, жутко приятная и сильная атмосфера с хорошим импактом от действий и отличной работой над звуком. С другой стороны, полное ощущение нечестности происходящего, криво выполненные аспекты игры и чувство унижения. Помните, в начале ролика я говорил про абьюзивные отношения? Я так и не понял в какой момент, но мы с игрой поменялись местами. Ведь если обратиться к Гуглу с запросом об абьюзе и прочесть содержимое, то жанр я бы назвал абьюз-лайк. И я не самый усидчивый геймер, меня смогла задушить метро Исход, потому как провести больше 20 часов в проекте я могу только если мне сильно интересно, и игра будет подогревать этот интерес. И Dark Souls меня просто задушнил. Остались ли приятные воспоминания? Да. Хочу ли я повторить подобное еще раз? Определенно нет. И напоследок важный анонс. Не знаю, успели я выпустить еще одно видео к 1 декабря, поэтому анонсирую в этом. С 1 по 31 декабря на моем Twitch канале будет идти марафон по Counter-Strike. Соответственно, в этот период видео на канале не будет. Стримы будут каждый день с 9 утра до 6 вечера. Всех, кому нечего будет делать, жду там. И, как обычно, подпишись на канал, напиши, какой гандон раз засрал ДС и поставь лайк на видео. До встречи и скоро увидимся.